Еще до институтской поры лесник Максим служил срочную службу в армии. Тогда считалось, ему крупно повезло, что он попал в пограничные войска. Конечно, сейчас уже давно в стране нет таких войск, потому что теперь это пограничная разведка в составе федеральной службы, а вместо солдат-срочников туда набирают служить только по контракту. Но тем не менее, пограничники были и остаются элитными войсками и лицом всего государства. Максим попал служить на пограничную заставу в маленький поселок Борисенки, это на самой северо-западной границе. Родина приняла молодого бойца на отлично. Зря мужики на гражданке пугали дедовщиной и другими притеснениями. Старшина выдал новую форму и сапоги. Дембеля отдавали вновь прибывшим солдатам в дар сливочное масло со всех своих завтраков. Хорошо, что обшидов на заставе было всего 2 человека, а то к Максиму пришлось совсем туго. По традиции, дембеля должны были отдавать всю положенную им пайку масла молодым бойцам. Ну, а несъеденная порция, опять же по традиции перекочевывала в карман новобранца, про запас. Вот такая немного смешная традиция была тогда у пограничников. Местные жители их ласково называли погранцами. В общем, служилось Максиму, как говорится, просто замечательно. Об этом периоде его жизни остались только самые лучшие и теплые воспоминания. Ну, а нарушители на границе, конечно же, появлялись иногда. Это были люди без документов или заблудившиеся грибники, а иногда попадались настоящие контрабандисты. Как только срабатывала система охраны и дежурный объявлял тревогу, тогда вся застава становилась в единым целым и начинали ловить нарушителей по всему лесу под чутким руководством своих командиров. Еще нужно было периодически ходить в пограничные наряды, следить за порядком на территории, которая проходила только государственная граница. Кстати, это также была территория местного заповедника. Обычно в наряд назначались по 2-3 человека. Их вооружали, ставили приказ, и ребята бродили по лесу до тех пор, пока на смену им не приходил другой караул. В наряды Максиму очень нравилось ходить, ведь он с самого детства был лесным человеком. Правда, здесь лес отличался от тех таежных лесов, где он провел детство. Но все-таки эти леса были достаточно густыми, и звери в них встречались весьма серьезные. Например, одно время повадился ходить к заставским мусорным бакам медведь. Несколько раз пограничники сталкивались с ним, но как-то удачно расходились по разные стороны, без последствий. Но начальник заставы не стал испытывать судьбу и перенес баки в другое недоступное для косолапого место. Был еще случай, когда лось во время своего брачного сезона загнал старшину на дерево. Старшина хотел грибов пособирать, да сварить ребятам на обед домашний грибной суп. Но к горе-грибнику навстречу из леса вышел огромный сахатый. На улице уже была осень, прохладно становилось, а от лося пар валил, как от банного комплекса. Такой он разгоряченный в тот момент был. Старшина, недолго думая, вскарабкался на сосну по веткам, правда корзину с грибами из рук не выпустил. Так что грибная похлебка для парней все-таки была сварена. Лось походил вокруг сосны, да и ушел обратно в лес. А у старшины из-за этого зверюги чуть инфаркт не случился. С Максимом тоже случались разные, смешные и опасные истории, связанные с лесными обитателями. Однажды, зимой в 30-градусный мороз, в наряде на них вышла голодная волчья стая. 9 диких волков могли бы легко расправиться с 2 мужчинами, но у пограничников были автоматы. Дикий зверь боится человека с оружием, он чувствует его силу. Они же не знают, что солдатам запрещено стрелять в животных в заповеднике. Только в самых крайних случаях можно воспользоваться оружием. Да и то, потом придется долго и упорно отписываться. Волки оскалились, взъерошились и уходить не хотели. Кажется, стая уже начинала догадываться, что люди в них стрелять не собираются. «Давай на дерево!» — крикнул Максим и первым начал карабкаться на толстый, раскидистый дуб. Вслед за ним полез его напарник Володька. Вот так и сидели парни на этом дубе час или 2, чуть сами дубу не дали от холода. А волчья стая внизу под деревом ходила. «Разрешите хоть разок стрельнуть по волкам?» — молил в радиостанцию напарник Володька.
Ничего, посидишь, солдат, в другой раз в наряд дополнительные подштанники надевать будешь, ответил начальник заставы. В итоге волки ушли, видимо, поняв, что пограничники им не по зубам. Вот такая история случилась с одним лесником Максимом. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.